теоретически. Так делать можно, но не нужно. Подождем немного, чтобы телефончик остыл. По идее здесь IP68, соответственно этот мобильник должен пережить попадание влаги везде, но он пережил, вроде бы. Во всяком случае, в конце ролика расскажу, пережил или нет. Точнее скажу, если не пережил. Давайте еще разок. И вроде бы сейчас было веселее. По идее могла бы попасть водичка, но не попала. И это хорошо. Одной рукой пользоваться телефоном очень удобно. 420 ppi не самая высокая плотность пикселей, но ее более чем достаточно. Герцовка 120 Гц. Яркость на пике 1300 нит. Очень часто обновление прошивки. Из предустановленных русских приложух не удалить только Яндекс, но его можно спрятать. Dolby Atmos на борту, но если честно, мне звук не особо здесь и нравится, хотя он стерео. И вроде бы Samsung ставят себе самые качественные экраны. И армия фанатов позволяет думать, что у них все хорошо. Но ведь это совсем не так. И я не про убогий штатный чехол, не про пластиковую крышку и даже не про ценник, который на один и тот же аппарат в разных магазинах может отличаться больше, чем на 50%, а про конкретные эпичные фейлы. И это не хейтерский обзор. Я буду пользоваться этим телефоном как основным в паре с OnePlus 9 Pro, я думаю, еще долго. И я не убил интригу. Вы вроде бы и так знаете все веселое о нем, но это только вам кажется. Tube 893, всем виват, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет. И еще раз напоминаю, у меня нет цели хейтить какие-либо девайсы. И по большому счету я очень редко углубляюсь в недостатки внутри. Обычно все лежит на максимальной поверхности. Ценник, мощность, материалы, автономность, температура работы и подобное. Это те вещи, с которыми вы будете иметь дело, хотите вы этого или нет. Все хорошие вещи вы легко можете узнать в магазине у милого продавца или в обзорах амбассадоров брендов. Лично у меня пунктик на цене-качестве. Хотя все субъективно, особенно это. Начнем поступательно. Упаковка минимализм радует. Внутри кабель для зарядки, телефон, скрепка, инструкция. По каким причинам убрали зарядку, мы знаем все, и это однозначно жадность. По чехлам, которых здесь нет, в интернете про оригиналы одно недовольство, поэтому про них тоже можно не особо думать. Хорошо, что не положили. Первое впечатление, конечно, вау. Удобно, немного больше, чем iPhone 12. Яркость на максималках, как я люблю. Прямо глаза выжигает. Заводская защитная пленка, правда, печально, моментально царапается, а задняя крышка — пластик, ну хоть рамка из металла. В слот для сим-карт симки запихать можно 2. Память, разумеется, карточками не расширить. Места под них нет. Я, кстати, на всякий случай купил девайс на 256 гигабайт, чтобы точно мне хватило. Воды не боится наш гордый варяг, защита от влаги IP68. И топить его можно, хотя, как всегда, нежелательно. Проверил, у меня все работало после утопления. И да, я в курсе, что некоторые его топили и умирали у них девайсы. И даже iPhone 12, на который был обзор 2 дня назад, тоже в ремонтных мастерских появляется после утопления. Обзор на него вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана, но по поводу айфона. Вы же понимаете, что мы не знаем, сколько конкретно те девайсы, которые приносили в ремонтные мастерские, провели в воде. Может быть и не 30 минут, может они сутки там лежали. Но не будем. Площадка блока камер вмонтирована в корпус не вплотную. Не уверен, что не всех будет это напрягать. Туда может забиваться грязь, хотя если вы купите комплектный чехол, который полностью прячет эту красоту, у вас проблем таких не будет. Люфт у качельки громкости очень приличный. При тряске телефона есть еле заметное дребезжание. Это тут такая оптическая стабилизация. Накладка на камеру, кстати, из металла. Шасси аппарата выполнены из алюминия. Хромирование у него всегда в цвет корпуса. Покрытие отличное, не отбивается при падениях, не стирается. Размеры вы и сами видите. Внутрь можно поместить 2 физические симки, лоток при этом, кстати, прорезинен. Об этом я уже говорил. Экран, несмотря на великолепную яркость, безумно отличную цветопередачу, имеет стандартное разрешение 1080 на 2040 точек с плотностью пикселей 424 ppi. Не лучший среди флагманов, и его шим очень таки приличный. Как говорят, DC-димминг включен в Samsung'ах автоматически. Я тактично промолчу, просто покажу вам результаты тестов, а те, кто понимают, тихо улыбнутся в этот момент. Ага, автоматически. Always on Display настраивается, автояркость корректна, датчик приближения работает отлично, но размер фронтальной камеры, которая как звезда во лбу
Лампу здесь красуется, вообще не радует. Тип экрана Dynamic AMOLED 2X с размером 6,2 дюйма. Кстати, размер очень удобный. И я должен признаться, его пиковая яркость меня радует нереально, хотя для большинства она однозначно будет избыточной. Пиковая яркость 1300 нит, у его старших собратьев 1500 нит, но даже этой яркости вам хватит с головой, чтобы читать книжку на самом ярком солнце. Рамки маленькие, но подбородок немного больше остальных рамок. Экран плоский, и это хорошо, играть удобней. Не ловит бликов, можно выводить одновременно два окна и еще море плюшек программных на борту, как и у всего в принципе. Возможно, два вида процессора на 888-м Snapdragon, его продают в основном в США, у нас продают на Exynos 2100. И про его стабильность, работу с камерой и остальное сказано очень много. Но по факту результаты тестов вы сейчас видите. Ничего плохого, но и ничего выдающегося. Realme GT с напом на 3/8 рвет его по всем фронтам, особенно по цене. Но это же не сравнение. Синтетику вы в принципе видите, цифры средние, хорошие, но не для его стоимости. Связь 5G, конечно, поддерживает, ловит он хуже, чем все, что я тестировал в последнее время. Именно сотовую сеть, притом ощутимо, особенно Wi-Fi. Да и с мобильными сетями он показывает стабильно худшие результаты. Даже мой OnePlus 9 Pro не блещет стабильным соединением, но работает в сотовых сетях намного лучше. Wi-Fi здесь, конечно, 6 серии, защита от влаги IP68, повторяю третий раз, потому что лично для меня это очень важно, но не усилены, хотя и бодро. И теперь самое интересное, автономность тестом PC-Mark. Да, у меня понятная система оценки автономности, и всегда одна. Я понятия не имею, откуда народ берет цифры по автономности их аппаратов, но у меня единая шкала. Конечно, можно таскать телефоны, как говорят, я не играю в Genshin, я ползаю в интернете по часу, я не выставляю экран на максималку, я вообще ставлю минимальную герцовку. Я считаю, что это неправильно. Ты должен выставить максимальную яркость, максимальную герцовку и включить PC-Mark. И тогда все будут в одинаковых условиях. Так вот, в таких одинаковых условиях этих цифр я ни разу не встречал. 5 часов 40 минут по PC-Mark. Какие тесты в играх? Какие вообще игры? Это просто нереально мало. Заряжается девайс за 30 минут на 43%, за 1 час 16 минут на 99%. В Genshin Impact по сотовой сети лично мне показалось играть невозможно. Я не знаю почему, но вот все мои симки и мегафоны Beeline МТС не тянет с этим телефоном интернет, чтобы можно было нормально играть. Сам Genshin Impact запускается с момента включения до момента старта бодрых 2 минуты 15 секунд. В Genshin на минималках телефон поедает 11% за 30 минут, греется до 43 градусов и в принципе лагает пусть и не жутко, но все же лагает, хотя на экране все максимально красиво. Камера сильная сторона у Самсунгов, и нет смысла говорить, что с момента выпуска S20 мало чего поменялось. Главное, все так же красиво. Вот вам пример работы камер. И да, основная камера может снимать 8К, зачем, я не знаю, это не важно. Новый мини-тест, съемка в движении на самокате, Мурино, 3 часа ночи. И это Samsung S21. Надеюсь, что все закончится хорошо с этими тестами. Пока машин я не вижу. Вот так примерно вы будете снимать на этот телефон, если будете катить на самокате ночью. Ну, относительной ночью, белой ночью. Стоп. И продолжение теста. Ветер задувает. Здесь я не проеду. Нет, проеду. Все, пора прятаться. Через час после утопления, точнее попытки утопления, тест видеозаписи на селфи S21 Муринский парк. И как вы видите и как я вижу, никуда вода не попала. Микрофоны, скорее всего, записывают. И роллинг шаттера не появилось. Все то же самое. В общем, телефон не утонул. В этот раз час ночи, а не 3, как обычно. Это Мурино S21. И съемка, я бы сказал, с близким к минимальному освещением на селфи-камеру 4К 60 FPS. Камера, как вы видите, работает, учитывая условия, совсем неплохо. Хотя сказать, что супер, ну а что здесь будет супер снимать, если не будет освещения соответствующего? Если немного пробежаться, опять же, еще и ночью, то будет вот так все. Стабилизация, в принципе, работает. Роллинг шаттера нет. И если бы не определенные косяки у Samsung, особенно я говорю про автономность, как вы понимаете,
Телефон прямо шик, блеск, красота, но об этом вы узнаете из моего ролика. 4К 60 FPS, ночь, час ночи, Мурино, минимальное освещение. Вот сейчас я еще и в тень зашел. И что бы я хотел сказать, здесь есть еще и 8К. Смысла снимать пример 8К я не вижу, по той причине, что в принципе YouTube вам не будет воспроизводить это раз. А два, вряд ли кто-то в своем уме, имея телевизор за, не знаю, там 300 тысяч рублей, будет покупать эту камеру у телефона, чтобы использовать ее для съемок. Потому что если у тебя есть деньги на 8К телевизор хороший, то, скорее всего, у тебя будут деньги на хорошую 8К камеру. Кратко, дневную съемку вы уже увидели, скорее всего, и телефон, в принципе, радует по съемке. Радует не хуже, чем яблоко. Вот, допустим, X10 прямо на лампу, X10 на здание. Ну, понятно, ночью вообще ничего не работает. Плюс еще работает аудиозум. Ширик в 4К 60 FPS не работает. 4К 60 FPS, Samsung S21. Стою на Елагином острове. Снимаю пример съемки в 4К, еще раз 60 FPS. Против солнца вот эта съемка. Давайте его увеличим на X10. Телефон все равно пытается снимать. Тщетно. Мыло, но пытается. Вот так он будет снимать в движении, если придерживать одной рукой. И по мне довольно неплохо снимает, учитывая погоду. Пример съемки 4К 60 FPS, фронтальная камера, Samsung S21, Елагин остров. Сейчас снимаю против солнца, получается. Если чуть-чуть развернусь, то солнце будет мне светить в глаза, а вы будете видеть, скорее всего, идеальную картинку. Ну, почти идеально, во всяком случае, для фронталок. Работает неплохо. Смотрим, если у нас роллинг шаттер. Нет, у такого телефона роллинг шаттера быть и не должно. Напоминаю, что недостатков, кто не досмотрел, в этом телефоне просто море, поэтому обязательно досмотрите ролик. Несмотря на всю фантастичность экрана и камеры, у Samsung есть просто лютые косяки, которые многим покажутся фатальными. И еще раз напоминаю, это не попытка распиарить Realme или OnePlus, потому что в каком-то смысле для России это мертвые бренды. OnePlus и Realme делают девайсы данные в той же ценовой категории, допустим, Realme GT либо OnePlus 9 Pro, учитывая по какой цене его сейчас будут продавать 20 числа. В пух и прах и по камере, и по автономности, и по экрану, и еще по многим другим показателям, наверное, на стриме расскажу. Вот так вот кормятся гуси. Еще раз по откровенным минусам, чтобы вы запомнили. Нет microSD-карт, в принципе, как у всех флагманов. Нет мини-джека, нет инфракрасного порта, приличный шим, автономность уровня ниже разумного дна, пластиковая крышка. Относительно S20 камера та же, без игровой оптимизации, кстати, все работает намного лучше. Цена на старте продаж была космос, но дарили наушники, которые можно было перепродать и сделать цену ниже. В S20 крышка была из стекла, а теперь, кстати, пластик. Я покупал этот девайс на Тмоле по ссылке в описании к видео аккурат за 57 тысяч рублей. Все ради контента. Ну, их часы Active Watch 2 и их последние наушники, и правда, они очень достойны. Обзоры на наушники уже были, на часы еще будут. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии. С 21 числа на Али начинается сейл. Предложений перед этим уже море, да такие, что диву даешься, как они так дешево могут скидывать девайсы. Смотрите и закидывайте в корзинки, не пропустите момент. Вы же знаете, что промики разлетаются быстро. Нужно покупать, если покупать в начале распродажи. Резюмирую, оверпрайс. Это как с iPhone 12, вроде топ, а копнуть глубже ничего кроме компоста нет. GPS слабый, связь ловит плохо. FPS в играх выше 40 ни в чем не повышалась. Автономность просто убивает. Но их бренд конкретно вывозит аксессуары, экосистема и лучшие по мне дисплеи на рынке, пусть и слегка убивающие ваше зрение. Да и беспроводная с реверсивной зарядкой, то, как они взаимодействуют в одной экосистеме, однозначный жирный плюс. Пишите, на что еще хотите
обзор, постараюсь купить. Этот мобильник оставляю себе с вторым основным. Потом, может быть, еще расскажу. Посмотрим, как я привыкну к его быстрому разряду. После Pixel 4 мне не так тяжело, если честно. Девайсу не мое, но многомиллионное да. Через неделю расскажу, кстати, об iPad Pro. Подписывайтесь с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.